На одной из конференций главный спикер сказал, самая большая проблема бизнеса – это люди. В первую очередь он имел в виду сотрудников. И да, действительно, ваши сотрудники могут оказаться огромной головной болью для вас. Итак, досмотрев это видео до конца, вы узнаете, как обманывают сотрудники на этапе трудоустройства, во время работы и даже когда им остался работать один день, и они вот уже практически уволились. Второе, насколько до абсурда иногда доходит вот это трудовое законодательство здесь, в Польше. И 3 базовых совета, которые обезопасят вас от 90% ошибок и разводов, которые могут вам прилететь от ваших сотрудников. Хорошо, у меня здесь такой целый список, топчик, все темы горячие, большинство из них мы пережили либо в наших проектах, либо в проектах наших клиентов, поэтому делюсь практикой. Первый развод – это «сделай мне приглашение». Многие люди просто так не могут въехать в Европу. Они понимают, что им нужно приглашение, на основании этого нужно сделать визу, а уже с визой можно ехать в Европу. Соответственно, такие люди говорят: «Сделай мне приглашение», работодатель идет, платит 100 злотых госпошлины за приглашение, ждет приглашения в лучшем случае там, неделю, в худшем 2-3 месяца, если это зазволение о праце. Дает приглашение, человек берет, делает себе визу и пропадает. И ничего с ним не сделаешь. Вот он сделал визу и просто пропал. Это происходит, друзья мои, вокруг и около. И был кейс у нас, когда мы делали в одном проекте 10 приглашений и приехало только 2 человека из 10. Благо попадаются нормальные пограничные инспектора, которые, когда видят такого человека на границе, и такие случаи чаще происходят, они могут позвонить работодателю и спросить: а действительно ли вы ждете такого человека? И это, друзья мои, один из немногих шансов, которые нам остаются, хоть что-то сделать с этим человеком. В таком случае можно ответить, что нет, мы такого человека не ждем, и его развернут, и поедет он благополучно назад. Второй популярный случай на этапе трудоустройства – это когда человек уверяет, что у него есть опыт. У него достаточно опыта, он ценный кадр, и вы такие замотивированные, делаете ему приглашение, держите для него рабочее место, ждете его, оплачиваете ему билеты, он приезжает в Польшу, а еще хуже, вы его делаете ему А1 и высылаете куда-нибудь его работать в Германию, и тут оказывается, что у него абсолютно 0 опыта. То есть он рукожоп, давайте так простыми словами назовем, да? Он реально рукожоп. А денег вы потратили, чтобы его провести через всю эту историю, ну, в лучшем случае 100 злотых на разрешение, а в худшем случае там 1000-2000 долларов для того, чтобы вот эту всю историю пропустить, проплатить за него налоги, получить А1 и благополучно отправить его работать в Европу, оплатив за него дорогу. Третье, что может быть, некоторые знают, что есть определенные налоговые скидки, если человек до 26 лет и он является студентом, хотя бы школы полициальные, да. Может быть такая ситуация, что человек будет говорить: слушай, я студент, все, я студент до 26 лет, на меня там до 120 тысяч злотых в год налога 0, пожалуйста, плати мне все, плати мне цену брутто. А потом оказывается, что этого человека уже давным-давно отчислили, соответственно, вам прилетит первая уплата налога и вторая уплата еще процентов за то, что вы эти налоги вовремя не оплатили. Соответственно, друзья мои, не верьте никому на слово. Студент, покажи справку, позвонили в вуз, проверили, что действительно человек там еще числится и он не отчислен. Следующая история — это когда человек говорит: за меня уже платятся налоги ЗУС, то есть я уже работаю где-то, там за меня платится полный ЗУС, соответственно, вам не нужно платить за меня полный ЗУС, тут чтобы больше денег брутто осталось мне. А по факту оказывается, что он не работает, и вы опять же не доуплатили налоги за сотрудника, и вам придется эти налоги заплатить в будущем. Не верим на слово, просим человека подписать бумагу, что он заявляет, что он работает там-то, там-то, название компании, данные компании, чтобы он брал сам на себя ответственность за вот эти вот финансовые последствия такой информации. Итак, следующее поле махинаций – это заболел. Это заболел. В Польше это вокруг да около. Я неоднократно встречался с ребятами, которые рассказывали мне одну и ту же историю. Вот прям как под копирку. Приходит человек на работу, говорит: я высокопрофильный специалист, только умова працы. Только умова працы. Все. Его устраивает на умова працы. 1 месяц работает, 1-2 месяца он работает. И все, пишет: я не приду на работу. Или даже вообще не пишет, просто не приходит. Вы звоните ему: а где ты, что происходит? Он либо не отвечает, либо говорит: слушай, я заболел. Все, я заболел, не могу, все, не приду и так далее. Что в такой ситуации нужно сделать? В первую очередь это просить подтверждение от врача. Благо большинство врачей здесь совестные и не так просто подделать эту бумагу. Соответственно,
Заболел, пожалуйста, L4, покажи бумагу, что врач действительно считает, что ты заболел, ну и тогда свободен. Но это не защищает нас как работодателя, потому что человек может просто впасть в депрессию. То есть у человека может быть просто депрессия. И это тоже считается болезнью, тоже на это можно получить L4 больничные. И все, человек болеет, вы ему платите зарплату, то есть 2 месяца вы ему оплачиваете его зарплату, там, по-моему, 80%, а не 100%, поправьте меня, если что, от зарплаты. Но тем не менее, вы платите ему зарплату, он себе болеет, он в депрессии. Причем, если врач ему сопереживает и выдает ему эти справки L4, что подтверждает, что да, человек в депрессии, он может быть хоть всю жизнь в депрессии, и вы его не можете уволить, потому что человек, ну, видите ли, на больничном. То есть пока он не вернется, достаточно сложно что-то с ним сделать. Следующий развод звучит так. Заплати мне в серую. Зачем тебе выплачивать мне всю зарплату, там налогов на зарплату порядка 66-70%, заплати мне в серую, давай поставим минималку, остальное заплатишь мне в конверте. Доверчивый работодатель идет на эту схему. Потом сотрудник, у них портятся отношения, и он говорит, а я тебя сдам. Это была твоя ответственность платить как работодатель мне в белую, я тебя сдам за то, что ты платил мне зарплату в серую. Соответственно, тебе дадут штраф и, возможно, запретят в будущем вообще в принципе нанимать кого-то на любую из компаний, где ты будешь бенефициаром. Вот такая история может произойти. Следующая история, сотрудник может сказать, давай будем работать с тобой по умове о дело. А еще желательно там с принесением права авторским, чтобы налогов было на всю эту историю не там 12% ПИТа, да, а в 6%. Да, давай платить мне под 6%. Так вот, проблема в том, друзья, что умова о дело – это договор на какое-то одно конкретное дело. Но если это дело у вас продолжается несколько лет из месяца в месяц, то явно это не дело, явно это злицение, либо умова о праце, то есть явно это стабильная работа. Соответственно, вам тоже может прилететь, то есть даже сотрудник уже уйдет, но вам на фирму могут прилететь налоги и штрафы за то, что вы неправильно считали налогообложение для сотрудника. Следующая история, в которую попадали мои друзья, когда сотрудник говорил, заплати мне задаток. Вот, заплати мне задаток, там, наличными желательно, ну и потом как бы в конце месяца просто не оплачивать. Потом они поссорились, и приходит конец месяца, сотрудник говорит, ну давай мне зарплату. Работодатель говорит, так я же тебе уже выплатил, ну там задатками я тебе уже всю сумму дал. Он говорит, а где деньги? Ну какие деньги? Я денег не видел. А чего это все не такое, да? Я не видела звезд, ничего-то не видела, не знаю. И получается такая история, что если эти деньги не прошли по счету, если человек не подписал бумажку, что он эти деньги получил, либо не подписал бумажку, что он их получил, ну как задаток, да, как задаток на заработную плату, то тогда он может сказать, так нет, я не получал эти деньги, нет же никакого подтверждения. Либо сказать, что ну так я получал, так это ты мне долг возвращал. Тут же не написано, что это деньги за заработную плату. И последний случай во время работы, с которыми сталкивались мои коллеги, это когда вы доверяете человеку технику. Так вот, если вы доверили человеку технику и не подписали с ним бумагу о материальной ответственности, то может случиться следующее. Ваша техника может быть разбита. Сотрудник может сказать, что я ничего не брал, нет никаких подтверждений, что она была у меня. Ты мне его не давал, этот ноутбук, этот телефон, эти ключи, что угодно. Либо, еще хуже, вы доверили человеку автомобиль, допустим, ТИР, он поехал куда-нибудь в Европу, что-то не получилось, ему что-то не понравилось, и вы просто не можете найти ни свою машину, ни дозвониться этому человеку. А потом через какое-то время вы ее находите где-нибудь в Бельгии, эту машину, которая просто вот так вот припаркована на обочине. И процесс увольнения. Здесь больше всего, пожалуй, и людей как будто подменяют. Да? То есть человек мог быть ласковым, хорошим, умным все время, но в последний день в него вселяются какие-то злые силы. Советники начинают что-то советовать, и даже если ты все делал правильно, все делал по совести, все равно из человека могут полезть черти. И он может сказать, например, следующее. Не подпишу тебе никакие бумажки, пока ты не отдашь мне деньги. Либо человек может просто не брать трубку, не выходить с тобой на связь, а тебе нужно подписать с ним ведомости, тебе нужно закрывать бухгалтерию, платить налоги, как-то рассчитываться перед государствами. В конце концов, раз в год вам нужно человеку в руки дать ПИТ-11, годовой, отчет, да, по сотруднику, чтобы он на основании него подал свою личную финансовую отчетность. И если вы не дали человеку вот этот ПИТ-11, то тогда это ваша проблема, и человек, не подав годовой отчет, может сказать, так мне работодатель просто не дал документы, я не смог подать отчет.
Друзья мои, таких историй еще много, да, тут еще много очень случаев, в которые попадают работодатели, потому что, ну, действительно, в Польше законы, они не на стороне предпринимателя, к сожалению, да, они на стороне сотрудников, а не всегда, далеко не всегда бывает так, что сотрудник является правым. О многих этих случаях мы рассказываем на консультациях наших, да, и мало того, на консультациях мы даем ответы о том, как себя уберечь от подобных ситуаций. Сейчас же в рамках этого видео я хочу дать вам 3 таких базовых совета, которые уберегут вас от большинства подобных проблем. Первое. Любая транзакция равно бумажка. Ничто не передавайте просто так наличными, не передавайте ни технику, ни деньги. То есть все должно быть зафиксировано на бумаге с подписью. Второе. Умова злоцення, а не умова працы, а еще лучше умова B2B, чтобы у человека не было мотивации устроиться к вам на работу, заболеть и уйти, чтобы ему заплатили ровно за то, что он отработал. Третье. Не используйте стандартные договора с интернета, прорабатывайте свой договор, потратьте время, один раз проработайте свой договор, либо возьмите консультацию, чтобы узнать, как усилить договор. Поверьте, есть буквально несколько строчек, которые, если вы добавите в свой договор, они вам очень облегчат жизнь и в плане работы с сотрудником, и в плане расставания с сотрудником, и в плане того, что сотрудник пришел в вашу фирму, подсмотрел, научился и потом сам пошел заниматься таким же бизнесом. Очень много проблем можно избежать, если вы просто несколько строк правильных впишете в вас договор. Поэтому кастомный договор, а не договор с интернетом. Спасибо за просмотр этого видео. Делитесь вашими историями в комментариях. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. До встречи в следующих выпусках.